Реальное воспоминание ветеранов, участников штурма Берлина весной 1945 года. Вспоминает Маслов Иван Владимирович, командир танковой роты 52-й гвардейской танковой бригады. В Берлине я командовал штурмовой группой. 5 танков, взвод автоматчиков и взвод саперов. Шли вперед медленно, прижимаясь к стенам домов, чтобы хоть один борт уберечь от фаустников. Кто на середину улицы выезжал, того сразу поджигали. Дошли до большого перекрестка, а из-за углового дома сплошной огонь, убийственный. Пехота залегла, а танки под фаусты и зенитки я не имел права бездумно пускать. Взял автомат, вылез из танка и пошел на разведку. А потом вместе с пехотой полез немцев из здания выкуривать. Первый этаж отбили, а на втором этаже мне пулей прошило ногу насквозь. Кость не задела. Оттащили меня назад, занесли в какой-то дом, там перевязали. Кто-то из наших сказал, что это дом, в котором до войны жил фельдмаршал Паулюс. 2 дня в Самбате отдохнул на больничном, а потом похромал обратно в роту. Без всяких там сенсаций, мол, не дай бог погибнуть в логове врага за мгновение до победы. И не было у меня никакой жалости к себе или страха смерти. Вспоминает Гершман Матвей Львович, сержант 370-й стрелковой дивизии. 20 апреля сформировали штурмовые группы. В нашей группе было человек 50. Огнеметчиков нам дали, взвод пушек из полковой батареи и прикрепили взвод танков. Даешь Берлин, 10 дней уличных боев. Из каждого окна и подвала по тебе стреляют. Грохот кругом неимоверный. На каждой улице баррикады. Куски от стен на голову рушатся, снайпера свирепствуют. Потери дикие. Каждый день группы пополняют, сливают между собой, а к вечеру все равно нас меньше половины осталось. Театр какой-то захватили. Еще бой идет, а я от усталости прислонился к роялю, стоявшему в центре зала, и сразу заснул. Последний танк нашей группы получил снаряд от вкопанной в землю пантеры. Башня от Т-34 отлетела и своим весом еще несколько бойцов насмерть задавила. Вот такая война там была. Я эту Унтер-ден-Линден до сих пор по ночам вижу. Снова нас объединили с другой штурмовой группой. Разведчиков дивизионных подкинули и опять вперед. Бьемся за здания какие-то, дым кругом, смрад. А потом рассказали, что брали мы Министерство иностранных дел, Национальный банк и Министерство пропаганды. Вспоминает Бухенко Владимир Федорович, разведчик 27-й гвардейской стрелковой дивизии. Бои в Берлине были очень тяжелые. Иногда посещали нас и такие мысли. Что, пройти столько боев и погибнуть в самом конце войны? Это было тяжело морально, но хуже воевать и беречь себя мы не стали. Немцы понимали, что им пришел конец, сражались они здорово. Но после того, что нам довелось хлебнуть в Познани, бои в Берлине мне лично дались легче, так как у нас было просто подавляющее преимущество в силах. Первоначально в Познани нас составили 20 тысяч войск против 60 тысяч немцев. Можете себе представить, как в Познани мы, разведчики, в составе штурмовых групп участвовали в уличных боях. А в Берлине было столько наших войск, что воевать было, конечно, легче. Зачастую это было просто избиение немцев. Например, я помню такой эпизод. Наша дивизия брала 2 берлинских аэродрома. На краю одного из них была железная дорога, чуть утопленная в землю. По этой колее отступали немцы, так как через летное поле это было сделать невозможно. А сразу за этой дорогой стояли дома, которые мы заняли. И я помню, что мы с 3-го этажа просто поливали из автоматов этих отступающих фактически прямо под нами немцев. Или когда огнеметчики поджигали дома, а немецкие солдаты, спасаясь от пожара, выпрыгивали в окна, то даже у нас появлялось чувство, похожее на жалость. Наша рота закончила войну в Берлине, в районе рейхканцелярии. Акт о капитуляции берлинского гарнизона был подписан на наблюдательном пункте нашего командарма Чуйкова. Вспоминает Чепик Василий Прокофьевич, автоматчик 18-й гвардейской механизированной бригады. Наша рота, в ней оставалось человек 100, вошла в пригород Берлина по сосновому лесу. Только начало светать. Встретиться с немцами не ожидали.
Но на разведку надо было послать вперед. Моему отделению был отдан приказ рассыпаться и идти вперед. Мы идем, оружие держим на изготовку, немцев вроде нет. Местность оказалась такой, что нужно было подняться на взгорок. На вершине возвышенности мы встретились с точно таким же передовым охранением фрицев. Немцы сразу «Стой, Иван, сдавайся!» А я в ответ «Нет, это вы, фрицы, сдавайтесь!» А другие наши группы только на подходе. Боковым зрением замечаю, что с противоположной стороны возвышенности также подтягиваются немцы. В итоге на взгорке начали собираться наши и немецкие солдаты. Напряжение растет, но пока не стреляем. Тогда немцы кричат: «Ладно, Иоанн, вы идите направо, куда вам надо, а мы идем налево, куда нам надо». Все понимают, что если сейчас начнется бой, то перебьем друг друга. Разошлись мирно, конец войны. Они пошли куда-то из Берлина, а мы в Берлин. Зачем нам с ними драться было? Бой за каждый дом был похож один на другой. Непрерывная череда стычек. И дня за 3 до конца войны мы подбили немецкий танк. Мое отделение из 10 человек прорвалось в подземелье, где в это время шла городская жизнь. Я нашел немца, который знал русский, и сказал ему: «С нами пойдешь, будешь первым идти. Если попытаешься сбежать, начнем стрелять». А мы знали, что где-то впереди располагался немецкий танк «Пантера», который не давал нашей пехоте осуществить последний рывок к центру Берлина. Немец согласился помогать. Вышел из подземного прохода, посмотрел по сторонам, вернулся к нам и подтвердил, что впереди есть танк. Мы затаились, потом слышим: тык, тык, тык. Это значит, что по улице идет танк. Я приготовил 2 фауста и расположил свое отделение так, чтобы оно могло открыть огонь по пехоте, прикрывающей танк. Ждем. Прошли немцы. Появляется танк. До него метров 30, не больше. И я выстрелил. Танк сразу взорвался, а пехота немецкая кинулась текать. Забежала прямо к нам в подъезд. Мы их всех длинными очередями и расстреляли. Кто-то доложил начальству о произошедшем, и меня наградили орденом славы 1 степени. Но выдали его только через 49 лет. Так что с первого боя до последнего я беспрерывно воевал в течение полугода. 1 мая битва за Берлин закончилась, и я расписался на Рейхстаге, когда нас водили к нему на экскурсию. Но на что там было смотреть? Обгоревшее здание, кто где мог, там и расписался. 1 мая, в мой день рождения, мы с комбатом случайно встретили командарма Катукова. И так как у меня был день рождения, он мне в качестве подарка вручил свой танковый шлем. Он у меня до сих пор хранится.